Всем привет, вы на канале Антиэкспериментатор, и сегодня мы поговорим про бриллианты. Почему небольшой кристалл углерода, бриллиант, на протяжении 20 века считался одним из самых дорогих и желанных предметов роскоши в мире? Ключ к пониманию этого феномена не в геологии, а в экономике и маркетинге. На самом деле алмазы, из которых делают бриллианты, не так уж и редки. По сравнению с другими драгоценными камнями, такими как рубины, изумруды или сапфиры высокого качества, алмазы встречаются в природе значительно чаще. Их высокая стоимость в 20 веке была результатом не природной редкости, а искусственно созданного дефицита. Одна компания смогла монополизировать рынок и контролировать поставки, выпуская на рынок ровно столько камней, чтобы поддерживать стабильно высокие цены и создавать иллюзию исключительной редкости. Этот образ был подкреплен одной из самых успешных рекламных кампаний в истории, которая связала бриллиант не просто с богатством, а с вечной любовью и главным событием в жизни – помолвкой. Компания De Beers, основанная в 1888 году в Южной Африке Сесилом Ротсом, на протяжении большей части 20 века была синонимом слова «алмазы». Путем скупки конкурентов и заключения эксклюзивных соглашений с производителями по всему миру, включая даже Советский Союз, De Beers создала глобальный картель. Через свою дочернюю компанию, Центральную сбытовую организацию в Лондоне, она контролировала практически весь поток необработанных алмазов в мире, достигая в пиковые моменты доли рынка в 85-90%. Стратегия De Beers была многоуровневой и чрезвычайно эффективной. Изначально De Beers консолидировала все крупные месторождения в Южной Африке. Все добытые алмазы, даже от формально независимых производителей, должны были продаваться через Центральную сбытовую организацию De Beers. Это позволяло компании диктовать цены и объемы. Если какой-то производитель, например, из Анголы или Заира, пытался продавать алмазы в обход системы, De Beers наводняла рынок алмазами аналогичного качества, обрушивая на них цену и разоряя отступника. De Beers заключала эксклюзивные контракты с правительствами стран, где велась добыча, например, Ботсваны, Намибии, становясь единственным легальным покупателем их сырья. Компания создала огромный алмазный запас. Во времена низкого спроса, как во время Великой депрессии, De Beers просто прекращала продажи и складировала алмазы, чтобы не допустить падения цен. Когда спрос восстанавливался, она медленно выпускала камни из резерва. С точки зрения экономической теории, деятельность De Beers демонстрировала все классические признаки жесткого картеля, действующего методами, которые в большинстве стран считаются незаконными. De Beers не конкурировала по цене, она ее назначала. Это фундаментальное нарушение принципов свободного рынка, искусственное ограничение поставок для поддержания высоких цен, главный инструмент любого картеля, от ОПЕК до De Beers. Компания использовала свое доминирующее положение, чтобы агрессивно вытеснять или поглощать любого, кто пытался играть не по ее правилам. Это создавало непреодолимые барьеры для входа на рынок. Система продаж, так называемые сайты, где избранным покупателям предлагали коробку с алмазами по фиксированной цене без возможности торга, была абсолютно закрытой. Хотя De Beers не занимала физическим насилием, как классическая мафия, ее экономическое давление было столь же эффективно для поддержания порядка в своей империи. В США деятельность De Beers долгое время считалась нарушением антимонопольного законодательства, из-за чего руководство компании десятилетиями не могло въезжать в страну. Рекламная кампания A Diamond is Forever «Бриллианты – это навсегда», запущенная в 1947 году, то был гениальный ход, изменивший мир. До 1940-х годов помолвочные кольца с бриллиантами не были повсеместной традицией. De Beers наняла рекламное агентство NWAR, которое разработало многоходовую стратегию. Слоган A Diamond is Forever, придуманный копирайтером Фрэнсис Гиретти, напрямую связал вечность камня с вечностью чувств. Бриллиант стал не просто украшением, а физическим символом нерушимой любви и обязательства. Агентство одарило бриллианты голливудским актрисам, чтобы они носили их в фильмах и на публике, создавая образ гламура и престижа. Лекторы посещали школы и рассказывали старшеклассникам о бриллиантах, формируя у будущего поколения представление о них как о неотъемлемой части ритуала помолвки. Позже была негласно внедрена идея, что мужчина должен потратить на кольцо 1, а затем и 2 месячные зарплаты. Это создало социальное давление и четкий ориентир для покупателей.
В результате этой кампании спрос на бриллианты в США за 3 года вырос на 55%. Традиция, которой сегодня кажется сотни лет, на самом деле была искусно сконструирована и внедрена в массовое сознание менее века назад. Давайте разберемся, что такое лабораторно выращенные, они же синтетические бриллианты, и как их производят. Лабораторно выращенные бриллианты – это не подделка и не имитация, как фианит. Это настоящие бриллианты, имеющие ту же химическую формулу, чистый углерод и кристаллическую структуру, что и природные. Разница лишь в происхождении. Одни росли миллиарды лет в недрах Земли, другие всего несколько недель в лаборатории. Для их создания используются два основных метода. Первый метод при помощи высокого давления, высокой температуры. Этот метод имитирует природные условия. Крошечный кристаллик алмаза, называемый затравкой, помещается в пресс вместе с источником чистого углерода, которым выступает графит. Затем создается колоссальное давление, около 6 гигапаскаль, что эквивалентно время авианосца, поставленного на кончик пальца, и температура около 1500 градусов Цельсия. В этих условиях углерод плавится и кристаллизуется вокруг затравки, слой за слоем выращивая полноценный алмаз. Это, по сути, технологическая матка для бриллиантов. Другой метод – это химическое осаждение из газовой фазы, более современный метод. Алмазную пластину-затравку помещают в вакуумную камеру, которая наполняет углеродосодержащими газами, например, метаном. С помощью микроволн газ разогревается до состояния плазмы, из-за чего атомы углерода отделяются от других молекул. Затем эти атомы дождем оседают на затравку, выстраиваясь в правильную кристаллическую решетку и наращивая алмаз. Этот процесс можно сравнить с 3D-печатью, только на атомарном уровне. С точки зрения фундаментальных свойств, натуральные и искусственные бриллианты практически идентичны. Давайте рассмотрим их сходство. Химический состав. И там кристаллизованный углерод. Оба имеют одинаковую кубическую структуру, которая и определяет все свойства алмаза. Твердость по шкале Mohs максимальная 10 единиц. Показатель преломления света, отвечающий за блеск и теплопроводность, все эти параметры у них одинаковые. Лабораторный бриллиант также режет стекло и царапает любые поверхности, как и природный. Различия у них только два. Происхождение – это главное различие. Один – это продукт геологии, другой – это продукт технологии. Природные алмазы почти всегда содержат примеси азота, что придает им желтоватый оттенок, и микроскопические включения других минералов. Это их природные отпечатки пальцев. Лабораторные же бриллианты, особенно выращенные методом химического осаждения из газовой фазы, часто являются химически более чистыми, почти без азота. Однако в алмазах, полученных при помощи высокого давления, высокой температуры, могут оставаться микрочастицы металлического катализатора. Именно эти мельчайшие различия в структуре роста и примесях позволяют их идентифицировать. Вы можете задать вопрос, способен ли профессиональный гемолог отличить на глаз качественный лабораторный бриллиант от природного без специального оборудования? Однозначный ответ – нет. Ни один, даже самый опытный гемолог или ювелир не сможет отличить качественный лабораторный бриллиант от природного, просто посмотрев на него даже через стандартную ювелирную лупу. Их оптические свойства – блеск, игра света, огонь – идентичны. Различия кроются на атомарном уровне и в следах процесса роста, которые невидимы для глаза. Для точной идентификации необходимо специализированное и дорогостоящее оборудование, которое анализирует спектр поглощения света, характер люминесценции под ультрафиолетом и внутреннюю структуру роста кристалла. Без такой машины разница между ними неразличима. Появление технологии, способной массово производить идентичные по свойствам камни за малую долю стоимости, стало экзистенциальной угрозой для всей бизнес-модели, построенной на идее природной редкости, потому что она наносила удар в самое сердце мифа, который Де Бирс выстраивала 100 лет. Вся бизнес-модель держалась на двух столпах. Первый – контроль над предложением. Де Бирс диктовала, сколько алмазов поступает на рынок, создавая искусственный дефицит. Второй – маркетинговая история о редкости. Потребителей убедили, что высокая цена обусловлена уникальностью и природной редкостью алмаза. Появление лабораторных бриллиантов разрушило оба этих столпа. Теперь любой, у кого есть деньги на технологию, может производить алмазы. Предложение становится потенциально неограниченным и неконтролируемым со стороны одного картеля.
Технология наглядно продемонстрировала, что сам материал, кристаллический углерод, вовсе не является чем-то сверхредким. Редкими были условия его добычи и поставки на рынок. Если продукт можно произвести в неограниченном количестве, его цена начинает определяться себестоимостью производства и конкуренцией, а не маркетинговой легендой. Это все равно, что если бы кто-то изобрел машину, которая идеально, атом в атом, копирует картины Рембрандта. Ценность оригинала сразу же оказалась бы под вопросом, ведь она основана не на краске и холсте, а на уникальности и истории. Лабораторные бриллианты сделали то же самое с алмазной индустрией. Они отделили физический объект от его мифологии. Понимая, что в битве физических свойств твердость, блеск они проигрывают, так как свойства идентичны, индустрия полностью переключилась на метафизику. Акцент сместился с материального на нематериальное. Ключевыми стали следующие нарративы. Миллиарды лет в одном камне. Главным аргументом стала не химия, а геология. Покупателю продавали не кристалл углерода, а кусочек древнейшей истории Земли. Фразы «сформировался до динозавров», «путешествовал из глубин мантии» стали частью стандартного лексикона продавцов. Уникальность и несовершенство. Если раньше индустрия стремилась к идеальной чистоте, то теперь даже мельчайшие природные включения стали подаваться не как дефекты, а как родинки, уникальные отпечатки пальцев природы, доказывающие подлинность камня. Ваш бриллиант уникален, как и ваши отношения. Таков был новый посыл. Конечное число камней. В противовес потенциально бесконечному производству лабораторных камней подчеркивалось, что количество природных алмазов, которые можно добыть, ограничено. Это создавало иллюзию сохранения ценности и инвестиционной привлекательности, играя на страхе упустить нечто конечное. Процесс формирования алмаза в недрах Земли описывался почти в мистических терминах, как невероятное стечение обстоятельств, чудо. Лабораторный процесс, напротив, изображался как холодный, предсказуемый и лишенный магии. Компания De Beers, главный противник синтетики, в 2018 году сама запустила бренд лабораторных бриллиантов Lightbox. Этот шаг в 2018 году шокировал рынок, но он был гениальным с точки зрения бизнес-стратегии. De Beers поняла, что бороться с технологией бесполезно, и решила ее возглавить и контролировать. Стратегия запуска Lightbox преследовала несколько целей. Первая цель – разделяй и властвуй. Главной задачей было не столько заработать на синтетике, сколько четко разделить рынки в сознании потребителя. De Beers сама установила ценовую планку для лабораторных камней. Вторая цель – ценовая атака. Lightbox вышел на рынок с шокирующе низкой и простой ценой – $800 за карат независимо от характеристик, кроме цвета, розовые и голубые чуть дороже. Эта цена была в разы ниже, чем у конкурентов, продававших лабораторные бриллианты. Этим De Beers по сути сказала рынку: вот реальная цена этой вашей синтетики, все, что дороже – это спекуляция. И третья цель – позиционирование как fashion jewelry. Камни Lightbox продавались без детальных сертификатов о чистоте и цвете, в отличие от природных. Их рекламировали как веселые, яркие украшения для повседневной носки или подарка на день рождения, но не для главного события в жизни – помолвки. Это была попытка девальвировать синтетику, низвести ее до уровня бижутерии, а не драгоценности. Эта стратегия оказалась двойным ударом. С одной стороны, De Beers, используя свои промышленные мощности, у них был дочерний бренд Elements X, который десятилетиями производил технические алмазы, смогла с низкой себестоимостью производить ювелирные лабораторные камни и зарабатывать на новом растущем сегменте рынка. С другой стороны, и это было главным, она нанесла удар по конкурентам и по самой идее лабораторного бриллианта как премиального продукта. Установив низкую ценовую планку, De Beers заставила других производителей синтетики снижать цены, что привело к резкому падению их маржинальности. Одновременно она послала четкий сигнал потребителям: видите, лабораторные камни дешевые, они не могут быть роскошью или инвестицией. Для настоящих моментов есть настоящие бриллианты. Таким образом, De Beers не просто вошла на рынок, она попыталась сама определить его правила и иерархию, сохранив за природными камнями статус королей.
Гемологические лаборатории, такие как Гемологический институт Америки, GAA, стали ключевым инструментом в стратегии разделения рынков. Их роль была критически важна. Первое – это разные паспорта. GAA и другие лаборатории ввели отдельные форматы сертификатов для природных и лабораторных бриллиантов. В сертификате на лабораторный камень прямо и крупно пишется Laboratory Grown Diamond Report. Кроме того, в них часто не используются традиционные шкалы чистоты и цвета, а даются более общие описания, например, Very Good, чтобы не ставить их в один ряд с природными. Второе – обязательное клеймо. Самое главное, на рундист, это так называется ободок, каждого сертифицированного лабораторного бриллианта наносится обязательная лазерная гравировка с номером сертификата и надписью Lab Grown. Эту гравировку невозможно увидеть невооруженным глазом, но она является постоянным идентификатором. Благодаря этим мерам различие между двумя типами камней было закреплено на институциональном уровне. Это создало систему, в которой лабораторный бриллиант, даже будучи физически идентичным, юридически и документально всегда будет маркирован как вторичный, неприродный. Это позволяет поддерживать ценовую разницу и защищать премиальность рынка природных камней, так как теперь любой профессиональный участник рынка, ювелир, ломбард, аукцион, может мгновенно и однозначно идентифицировать происхождение камня. В мире высоких технологий, таких как производство полупроводников, оптика, хирургические инструменты, квантовые компьютеры, где важны не мифы, а предсказуемые стабильные физические свойства, выбор однозначен. Это только лабораторные бриллианты. Причина проста. Для науки и промышленности природный алмаз – это грязный и непредсказуемый материал. Природные алмазы содержат различные примеси, в основном азот, и структурные дефекты, которые накапливались в процессе их миллиардного роста. Эти дефекты делают каждый камень уникальным, что является плюсом для ювелиров, но огромным минусом для инженеров. Инженерам нужна полная идентичность и повторяемость. Когда вы производите тысячи лазерных линз, полупроводниковых подложек или хирургических скальпелей, вам нужно, чтобы каждая единица обладала абсолютно одинаковыми свойствами. Лабораторные методы, особенно CVD, позволяют выращивать алмазы с заданными параметрами практически без примесей и с идеальной кристаллической структурой. Лабораторные бриллианты обладают набором экстремальных свойств, которые делают их суперматериалом 21 века. И именно возможность контролировать эти свойства в процессе производства делает их незаменимыми. Алмаз – лучший теплопроводник при комнатной температуре. Он отводит тепло эффективнее меди, это критически важно для электроники. Алмазные подложки используются для охлаждения мощных процессоров и лазеров, предотвращая их перегрев. Чистый алмаз прозрачен в очень широком диапазоне, от ультрафиолета до далекого инфракрасного излучения. Это делает его идеальным материалом для создания защитных окон и линз для мощных лазеров, например, в термоядерных установках или для сенсоров, работающих в агрессивных средах. Алмаз не вступает в реакцию с тканями живого организма и химикатами. Это позволяет создавать из него долговечные медицинские импланты, например, для суставов, и покрытия для хирургических инструментов, которые можно сделать невероятно острыми. И самое захватывающее применение. В процессе роста в структуру алмаза можно целенаправленно встроить дефект, заместить атом углерода на атом азота рядом с вакансией. Такой НВ-центр обладает уникальными квантовыми свойствами и может использоваться как сверхчувствительный магнитный сенсор, способный измерять магнитное поле одной молекулы, или как кубит. Создать такие центры с нужными параметрами в природных алмазах невозможно. Сегодня разница в розничной цене между натуральным и лабораторным бриллиантом с одинаковыми характеристиками вес, цвет, чистота, огранка огромна и продолжает расти. Если несколько лет назад лабораторный бриллиант стоил на 20-30% дешевле природного аналога, то сегодня разрыв может достигать 70-90%. Приведем конкретный пример. Возьмем популярный камень. Круглый бриллиант весом 1 карат с хорошими характеристиками. Цена природного бриллианта с такими параметрами на международном рынке будет составлять примерно 5-7 тысяч долларов. Цена лабораторного бриллианта с абсолютно идентичными характеристиками составит 800-1500 долларов. Таким образом, покупатель может получить визуально и физически неотличимый камень, который в 5-7 раз дешевле. Эта ценовая пропасть – прямое следствие двух факторов – падение себестоимости производства лабораторных камней и успешной маркетинговой стратегии природных производителей по удержанию премиальной наценки за историю. Проблема кровавых или конфликтных алмазов, то есть камней, добытых в зонах военных конфликтов и проданных для финансирования войн, стала широко известна благодаря фильму «Кровавый алмаз».
Несмотря на внедрение системы сертификации, называемой Кимберлийским процессом, призванной отсечь кровавые алмазы с рынка, ее эффективность часто подвергается критике. Кроме того, остаются вопросы нарушения прав человека, детского труда и катастрофического экологического вреда при добыче даже легальных алмазов, так как добыча, как правило, сопровождается созданием огромных карьеров и загрязнением воды. На этом фоне лабораторные бриллианты получили мощное маркетинговое преимущество. Их производители позиционируют свою продукцию как этичную, экологичную и бесконфликтную. Для нового поколения потребителей, миллениалов и зумеров, для которых важны принципы устойчивого развития и социальной ответственности, этот аргумент часто становится решающим. Покупка лабораторного бриллианта позволяет им получить желаемый продукт без этических компромиссов. Это не просто выбор между двумя камнями, это выбор между двумя системами ценностей. По итогу сегодня, когда технология позволяет создать физически идентичный и даже более чистый аналог, покупка природного бриллианта – это в первую очередь покупка истории. Человек платит многократную премию не за атомы углерода, а за миф о редкости, за нарратив о миллиардах лет, за статус, который был сконструирован и внедрен в культуру в 20 веке. Это покупка принадлежности к традиции, пусть и искусственно созданной. Выбор лабораторного камня, напротив, это рациональный выбор, основанный на физике, химии и экономике. Покупатель получает то же самое вещество и тот же блеск, но без маркетинговой надстройки. Большинство аналитиков рынка сходятся во мнении, что разрыв между двумя типами бриллиантов будет увеличиваться. Себестоимость производства лабораторных бриллиантов продолжает падать по мере совершенствования технологий, в то время как затраты на добычу природных алмазов из истощающихся месторождений только растут. Вероятно, в будущем мы увидим окончательное расслоение рынка. Лабораторные бриллианты станут нормой для большинства ювелирных изделий, доступным и этичным выбором для широкого круга покупателей. Природные же бриллианты, особенно крупные и исторически значимые, окончательно перейдут в категорию предметов роскоши, подобно картинам старых мастеров или коллекционным винам. Их ценность будет определяться исключительно происхождением, историей и брендом. Магия природного происхождения, скорее всего, выживет, но она перестанет быть массовой. Она останется в узком сегменте сверхбогатых покупателей, для которых обладание настоящим артефактом Земли будет принципиальным. Для всех остальных безупречная и доступная технология уже победила. Битва за рынок превратилась в битву мифа и факта. И в 21 веке факты, подкрепленные экономикой, имеют очень большие шансы на победу.